В июле многих ждут неожиданные повороты судьбы. Для кого-то июль станет судьбоносным, кого-то ждут кармические изменения и духовный рост, а у кого-то будут достаточно интересные судьбоносные подарки. Далее, друзья, все подробно, поэтому просмотрите это видео, чтобы знать, на какие моменты вам стоит обратить внимание. Ну что, заканчивается, друзья, июнь, наступает июль, и лето набирает свои обороты. Потому что мы видим, как мы гуляем на улице, и все становится красивее, жарче. И, конечно же, мы приближаемся с вами к кульминации года, к середине лета. И уже не за горами мы с вами увидим и начало осени. Итак, друзья, новый месяц июль у нас наступает в ближайшую пятницу. А теперь просим вас уделить особое внимание. Дело в том, что согласно нумерологии от Ведов, июль в этом году пройдет под управлением циферки 4 и планеты очень сильной планеты Раху. Дело в том, что это, с одной стороны, мистическая планета, ее очень многие боятся, но, вы знаете, ее бояться не нужно. Почему? Потому что если мы проанализируем и посмотрим, мы увидим, что именно эта планета меняет нашу жизнь и направляет нас по пути духовного роста. Дело в том, что в июле у многих из нас будет происходить много интересных событий, которые будут достаточно сложно предугадать. Обращаю ваше внимание, что события будут происходить не только в каждом из нас, и с нами, и вокруг нас, но и также в тех регионах, где вы проживаете. Также будут проходить изменения и на материках. Изменения будут разные, но хотим вам сказать о том, что мир уже не будет таким, каким он был. Это нужно принять. Поэтому нам и нужно принимать вот те изменения, которые происходят вне зависимости от того, готовы ли мы их принимать, осознавать или нет. Почему это так? Многие люди на данном этапе зациклились на каких-то глобальных проблемах, которые их на данном этапе не касаются, к сожалению, или к счастью. И вы сейчас, каждый человек, он прорабатывает вот именно в июле свою определенную карму, свои какие-то определенные моменты, свои какие-то определенные нюансы. Кроме того, перед нами открываются какие-то у кого-то новые возможности. Кто-то найдет свой вот тот истинный путь, который ему нужно вот пройти в следующие от 3 до 5 лет. Кто-то начнет ясно видеть то, что действительно для него важно. И вот здесь очень важно понимать, что эта мистическая планета, она дает нам обновление во благо. Если у вас что-то не получается в июле, вне зависимости в какой это сфере, пожалуйста, не паникуйте, не расстраивайтесь, не думайте, что все пришел в конец. Это говорит о том, что в вашей жизни появляются новые ростки ваших проектов, ваших идей, ваших новых взглядов. Не нужно бояться, не нужно зацикливаться и говорить о том, что вы кого-то ненавидите, что вы не хотите кого-то слышать. Это не нужно, потому что таким образом вы только создаете агрессию, эта агрессия притягивает. Знаете, вот эгрегор агрессии, он увеличивается, притягивается, разрастается, и потом очень сложно от него избавиться, потому что вы постоянно злые, вы не видите тех возможностей, которые могут проявляться в вашей жизни. Поэтому именно такое вот мощное воздействие в июле будет на нас. При этом будут люди, которые еще не прошли свои какие-то кармические уроки, и у них повторятся определенные события в жизни. Обращаем ваше внимание. Но вы должны понимать, что влияние будет из вашего прошлого. Июль именно будет нам всем показывать, что мы наработали в прошлом, что у нас есть, и тогда мы уже будем понимать, как мы будем жить дальше.
Обращаю ваше внимание, вне зависимости, какие будут события происходить в мире, ни в коем случае нельзя падать духом, потому что телевизор — это тот ящик, который вы сами знаете, он программирует людей. И на сегодняшний день очень многие люди живут в иллюзии. В иллюзии, что они смогут вернуться на прошлый год, да, что смогут ездить по Европе, что они смогут жить вот так, как они привыкли и так далее. Вы знаете, это не вернется, мир меняется, он становится не однополярным, а многополярным, и этому уже много доказательств. Вы сами видите, если у вас есть критическое мышление, вы уже видите, что мир появляется, и он в другом ракурсе. Также думайте о том, как вы будете жить уже этой зимой. Что мы здесь имеем в виду? Первое, продукты питания, это коммуникации, это инфраструктура, если у вас или ее нет, потому что зима будет нас всех, именно начало с холодов, это как середина октября, ноября, начало ноября, будут проверять нас на прочность, на стойкость и на человечность. Очень много проблем, которые сейчас скрыты о нас, ввиду того, что люди находятся в каком-то вот таком эйфорическом состоянии, все-таки лето, тепло, хочется радости, праздника, не видят то, что действительно кроется вот за этой эйфорией. И знаете, вот придет осень, и многие увидят. Поэтому, пожалуйста, если вы живете, например, в сельской местности, делайте заготовочки себе на зиму, закупайте, если в вашем регионе нет природного газа или есть какие-то перебои, закупайте, пожалуйста, дрова, уголь, вкладывайте вот это деньги, продукты питания. Конечно, нельзя на 100 лет вперед закупить много чего, но постарайтесь, чтобы вы более-менее смогли прожить вот эту зиму. И июль, вот те, кто уловит, что происходит, они будут на коне. Но еще раз обращаем ваше внимание, что многие люди вот даже смотрят какие-то экономические передачи, политические, и не видят, что говорят между строк. Также многие люди, к сожалению, не хотят видеть ту информацию, которая есть, вот она есть прямо на виду, к сожалению. Это связано по разным причинам, потому что кто-то не хочет это видеть, кто-то это не хочет слышать, кто-то хочет видеть врага, которого не существует на данном этапе, потому что если мы посмотрим с вами историю, к сожалению, мы не можем в рамках этого видео говорить о многих вещах, но если вы проанализируете, то вы увидите, что одним что-то можно, а другим нельзя. То есть все-таки давайте, если у нас у всех равные права, равные возможности, они должны быть, а не так, что здесь подул ветер, одни можно, тут подул ветер в другую сторону, уже нельзя. То есть если есть законодательство, которое закреплено на документах, в уставах международных организаций, оно должно выполняться. Но, к сожалению, сегодня это не выполняется. И еще раз хотим вернуться к июлю. Июль станет для многих вот той отправной точкой, которая покажет многие изменения. Еще раз повторяем вам, что не зацикливайтесь на международных каких-то неурядицах, проблемах. Думайте о себе, о своей семье, что вы будете делать в ближайшие полгода, год-два, потому что идут большие изменения. Для кого-то эти изменения будут тяжелые. Мы никого не пугаем, просто мы просим вас быть морально готовыми к тому, что вам нужно подготовиться и сделать все, чтобы этот вот период прожить максимально комфортно и удобно. Не зацикливайтесь то, чтобы собирать деньги в кошельке и их держать. Не нужно. Подумайте о том, как вы можете сделать так, чтобы вы не были, с одной стороны, зациклены на материальном, с другой стороны, чтобы вы могли подготовиться к тем событиям, которые будут происходить в июле, друзья, в августе и в октябре, а также до середины ноября нас мир постоянно будет очень сильно удивлять. И будет удивлять тем, что иногда все будет, знаете, на вот таком вот волоске находиться, и вот-вот, но мудрые правители этой прекрасной планеты умеют на сегодняшний день лавировать и показывать, говорить, что нужно жить по-другому.
Вы, конечно же, каждый из вас может думать о том, что он хочет думать, ругаться, с кем-то спорить, но вы должны понимать, что мы с вами люди, и если мы с вами будем на энергетическом плане посылать друг другу любовь, радость, гармонию, помогать друг другу вне зависимости, где вы проживаете, в каком регионе. Помните о том, что мы люди. И если, например, вы зарабатываете деньги в одной сфере и помогаете людям в другой сфере. То есть что здесь мы имеем в виду? Это очень важно для вашей кармы и для понимания и сознавания ситуации, потому что возьмем нашу экономику. Экономика, кровь экономики, если так говорить на пальцах, это деньги. И если нет живых денег, в малом бизнесе, в среднем бизнесе это все умирает. Вспоминайте бартер начала 90-х годов. К чему он привел? Ни к чему хорошему, пока не зародились именно отношения, основанные на деньгах. Поэтому, пожалуйста, помогайте друг другу. То есть, если вы видите, что у вас есть возможность, вы зарабатываете, у вас есть возможность купить, купите, потому что вот эти вот процессы, то есть не старайтесь сложить как можно больше денег в какой-то свой сейф или в сейф или в кошелек. Постарайтесь сделать так, чтобы вы могли, допустим, купить те же продукты питания, сделать то, что вот, то есть сейчас нужно вкладывать деньги, знаете, не в такие какие-то глобальные материальные вещи, как мы привыкли это делать, там в акции, кто-то в недвижимость вкладывал, кто-то вкладывал в какие-то электронные деньги и так далее. Сейчас время меняется, и знаете, куда вы не постараетесь вложить свои деньги, к сожалению, не всегда это будет выигрышно. Поэтому подумайте о том, как вы можете прожить именно этот период времени, о котором мы говорили. И вот июль, вот он для многих людей, возможно, вы его прочувствуете. Мы, например, уже его чувствуем, как происходят изменения. И, к сожалению, мы не можем говорить о всех тех изменениях, которые уже происходят. Дело в том, что они закрыты для людей, точнее, мы, знаете, наш мозг, наши глаза они не могут обхватить все то, что происходит в мире, потому что просто этих 24 часа бы просто не хватало. И поэтому мы не знаем. Но если вы бы начали бы не только слушать бы телевидение, а и читать различные независимые интернет-издания, всевозможные социальные сети, то вы увидите, сколько очень много информации прописано между строчек. И эту информацию, к сожалению, многие люди не готовы увидеть, не готовы услышать по разным причинам. Поэтому, пожалуйста, обращаем ваше внимание, что именно июль для многих из нас станет действительно вот таким вот решающим. И вот эти 31 день, вот каждый из них может стать для вас судьбоносным. Также поэтому в июле продумайте все те планы, которые вы думали, хотели до конца этого года. Дело в том, что то, что вы задумываете в июле, вам начнет давать первые результаты уже в марте следующего года. А вы должны понимать, что полгода пролетит достаточно быстро, и вы не заметите. Если вы помните, например, январь, февраль, мы с вами обсуждали многие моменты, и смотрите, уже начало июля, как все быстро летит и меняется. Также, если у вас есть какие-то интересные проекты, вкладывайте в них свою, в первую очередь, энергию, силы, любовь, потому что все, что вы будете именно начинать в июле, обращаем ваше внимание, это настроено уже на энергию процветания, на изобилие. Только помните о том, что энергия должна быть не на разрушение, не на деструктив, а наоборот, на приумножение, на улучшение. Конечно же, если у вас в июле вы будете находиться в каком-то тупике и не будете знать, что делать, это не значит, что вам нужно паниковать и говорить все пропало и так далее. Нет, ни в коем случае вы должны понять, что у вас всегда есть выбор. Возможно, вы его не видите, возможно, вам нужно сделать шаг назад, 2 шага назад. И после того, как вы вернетесь, вы увидите те изменения или через то, что вам нужно пройти, чтобы оказаться
стараться и иметь вот то лучшее. Конечно же, никто не обещал жизненную дорогу легкой, ровной и так далее. Иногда нужно, знаете, проходить какие-то черные полосы, но вы должны понимать, что именно свет, вот этот свет, он идет от нашего сердца, именно от нас. И если мы связаны с Богом, с божественными силами, то любая проблема, которая будет появляться в июле, она будет решена. При этом решена будет достаточно легко и понятно. Главное, чтобы вы не переставали заниматься своим саморазвитием, работали над собой, потому что это даст самые лучшие результаты, и вы сможете действительно выйти из любой сложной ситуации. Также старайтесь в июле уделить внимание всем сферам своей жизни. Также обращаем ваше внимание, что если вы правильно расставите все приоритеты и приложите максимальную свою энергию, то все ваши усилия будут и труды будут вознаграждены. Также обращаем ваше внимание, что вы должны, конечно же, стремиться только к лучшему. Конечно же, очень важно, чтобы вы каждый день принимали именно в июле как подарок свыше и благодарите за него высшие силы. Возможно, вам сейчас не нравится тот этап, с которым вы проживаете, как вы живете, но вы должны понять, что все это временно и наступит новый виток в развитии, именно в вашем развитии, не в каком-то определенном городе, поселке или стране, а именно в вашем сердце. Помните об этом. Даже на протяжении июля постарайтесь отказаться от критики, от осуждения. Очень важно, чтобы вы принимали и то, что вы есть вы, что вы самый лучший для себя. Также постарайтесь именно в июле уйти от такого понятия, что это плохо, а это хорошо. Это очень важно для нашего мозга понимать и то, что надо стараться принимать все, что происходит в нашей жизни. Вне зависимости, если это вас касается, особенно лично, старайтесь не быть агрессивными. Потому что, еще раз, вы в июле закладываете основы на следующие полгода. Обращаем ваше внимание. И старайтесь стремиться к своим целям, к своим задачам, но если у вас что-то не получается, идите только и живите только по божественным законам, потому что бумеранг, он вернется, и вернется очень больно. Многие люди нам пишут, мы с ними общаемся, они говорят о том, что а как это вот так произошло, у меня вот такая ситуация, и вот так вот. Когда мы начинаем разбирать ситуацию, оказывается, человек в свое время кому-то нахамил, кому-то сделал не очень хорошую ситуацию, а у кого-то забрал бизнес и так далее, и так далее. А сейчас люди оказываются у разбитого корыта. Поэтому, чтобы такого не было, постарайтесь именно июль, как бы вам не было, возможно, сложно, но провести его вот в таком вот состоянии. Подумайте о том, что вам нужно лучше сделать на ближайшие полгода, на ближайшие 9 месяцев. Это, друзья, вот это самое важное о том, что для вас июль должен стать.